Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по изготовлению вот такой замечательной плетенки. Ее можно использовать в пошиве абсолютно любых изделий. Также размер этой плетенки может быть абсолютно разный. Это может быть квадрат, прямоугольник, даже круг, может быть больше, меньше, в зависимости от того, какое изделие вы хотите сшить. Ну а я долго тянуть не буду. Приступаем. Для работы я подготовила вот такие джинсы. У меня они будут в качестве основной ткани. Конечно же, шить плетенку можно из абсолютно любых тканей. Главное, чтобы они не были слишком растяжимы. И по плотности основная ткань должна быть примерно как обычные джинсы. То есть не самые плотные, хотя из самых плотных тоже можно, но главное не тонкие. И также сейчас у меня на камеру не сильно передает цвет. Они у меня более черные, нежели серые. Вторую ткань я подготовила вот такую. Это плащевка. И у нее вот такой черный красивый рисунок, который, на мой взгляд, идеально подходит для плетенки. Но также я еще рассматривала вот такой вариант. Почему? Потому что тут также есть черные контуры. Они подходят под мою, получается, основную ткань, то есть под джинсы. И сейчас наглядно вы видите пример первого и второго варианта. Я люблю делать образцы, чтобы наглядно видеть, как выглядит один и второй вариант. Несмотря на то, что вторая более светлая ткань, там такой, ну, казалось бы, совершенно неподходящий рисунок, но так как в данном случае видны только небольшие элементы, то рисунок будет не виден. Тут важно было мне именно, чтобы были черные элементы, и они присутствуют как на первой, так и на второй ткани. Также хочу показать пример на синих джинсах. Вот, например, такой классический цвет. Я бы брала, например, вот такой компаньон. Тут не синие элементы, а наоборот фон синий и рисунок другого цвета. Тоже смотрится очень-очень хорошо. Так как на полоске видна только часть рисунка, выглядит это вполне себе отлично. Ну а вы выбираете те ткани и те компаньоны, которые больше нравятся вам. Когда вы определились, с каких тканей будете шить, мы приступаем к раскрою. Я уже раскроила полоски из джинсовой ткани, а также из ткани компаньона. Все полоски у меня шириной 3 сантиметра. Вы можете взять полоски меньше, если хотите более мелкую плетенку. Вы можете взять полоски шире, например, там 4 сантиметра. Тогда у вас будет плетенка более широкая. То есть я считаю, что 3 сантиметра это вот та золотая середина. Складываю полоски лицом к лицу и делаю строчку по одному краю. Готово. Далее я вот так беру, припуск нужно заутюжить на сторону ткани компаньона. Вот так. Далее складываю вот так, изнанка к изнанке, и делаю строчку. Вот что должно получиться. А далее мы делаем вот так. Смотрите, я вот так пальчиком аккуратненько поправляю и складываю так, чтобы у меня ткань компаньона полностью огибала припуск, который мы заутюживали на ее сторону. И вот так еще раз проутюживаю. И что у нас получается? Получается у нас полоса, которая вся одной плотности. То есть у нее нет никаких вот таких с одной стороны мягкая сторона, с другой стороны нет. За счет припуска и ткани, которая его огибает, у нас вся полоска получается одинаковой толщины и плотности. Что в свою очередь и является тем самым нюансом, который, если не учесть, то плетенка получится неравномерной и не такой аккуратной. Итак, вот такая полосочка, вот так она выглядит с изнанки. Ширина этой полоски уже в готовом виде составляет ровно 2 сантиметра. Ну, из них чуть больше 1 сантиметра джинсовая ткань и чуть меньше 1 сантиметра идет ткань компаньон. Таких полосок нужно сделать столько, сколько вам хватит на ваше изделие.
То есть, если у вас большой квадрат, соответственно, и полосок будет больше. Каждый сделает под свои требования и свои размеры. Далее нужно подготовить основу. Я использую нетканное полотно, это спанбонд. Он продается как в строительных магазинах, так и в магазинах тканей, но также в качестве основы можно использовать абсолютно любую ткань. Главное при этом, чтобы она была стабильна, то есть не растягивалась ни в одну, ни во вторую сторону. Также подойдет не клеевой флизелин. И как вы видите, я уже выкладываю полосочки вот так. И обратите внимание, что ткань компаньон на каждой полосочке, когда я их выкладываю, у меня смотрит вниз. Но это не обязательно, можно, чтобы все полосочки наоборот смотрели только вверх. Главное, чтобы они все лежали одинаково. И сейчас, смотрите, я каждую полосочку, вот сейчас видно, что у меня они не все одинаковые по длине, но я их все выровняла по ткани, по правую сторону, и каждую из полосочек я фиксирую прищепкой. Если прищепок у вас нет, можно заколоть обычными портновскими булавочками. Вот так. И теперь по этой стороне, где я сейчас сколола прищепочками, я делаю строчку. Вот. То есть я зафиксировала к ткани основе все полосочки. Теперь я беру поперечные полосочки и уже приступаю непосредственно к плетению. Для этого я отгибаю вот так на себя по очереди все полосочки через одну. Вот так. И беру поперечную, вот так выкладываю. Ну, смотрите, первую, так как у меня там будет припуск, я выкладываю, ну, можно вниз, можно вверх, это опять же зависит от того, как вам больше нравится. Но я выкладываю первую вверх, все остальные я буду выкладывать вниз, ну, потому что там будет припуск, поэтому так. Но в целом точно такой же принцип, как и первые полосочки мы выкладывали. Вот если вы начали выкладывать вниз цветной тканью, то все так и выкладываем. Смотрите, я выравниваю и буду выравнивать по одному краю, по вот этому. Потому что, как я уже говорила, все полоски у меня разной длины. Лишнее я потом срежу. И чтобы не срезать лишнее с двух сторон, я срежу с одной. И потом их также использую. И вот сейчас я показываю уже следующий ряд. В шахматном порядке я отгибаю уже следующие полоски. Да? То есть если первый ряд я начинала отгибала с первой полосочки, то второй ряд со второй. Ну, тут ничего сложного. Я думаю, что как только вы возьмете сделать, будет все очень понятно. Тут ничего сложного нет. Все, я укладываю вторую полоску и, как вы видите, уже вниз, да? Вниз цветной тканью. Вот так. И вот так. Я говорила, что плетенку можно сделать абсолютно любой формы. Это так и есть. Но я вам рекомендую, если вам, например, нужен гексагон, да, из плетенки, то делайте, например, квадрат. И затем я покажу, на каком этапе сделайте из этого квадрата гексагон. Ну а тем временем я продолжаю. Снова в шахматном порядке отгибаю полосочки и укладываю параллельные. Кто смотрит мой канал давно, тот знает, что я не люблю делать длинные, скучные, нудные видео, поэтому этот этап я ускоряю. Думаю, что все понятно, но если мало ли что-то непонятно, ставим на этом этапе видео на замедленную съемку и рассматриваем каждую секунду и каждое движение. И когда плетенка у нас вот в таком состоянии, то есть я уже закончила свои размеры, да, вот тут у меня самые длинные полосочки все с одной стороны,
Но я их срезать не спешу. Сначала я подтягиваю вот так каждую полосочку, смотрю, чтобы все было ровно, чтобы никаких перегибов не было, чтобы не было так, что одна какая-то полосочка, например, слишком плотно натянута, а вторая, ну, болтается, да, это будет некрасиво. Поэтому я на этом этапе смотрю, проверяю, все ли хорошо. Если все хорошо, то я делаю строчку. Тут смотрите, чтобы рисунок никуда не сдвигался. И когда все хорошо, вы уже все проверили, делаем строчку по всему периметру. И именно на этом этапе то, что я вам говорила про гексагон или любую другую фигуру, которая вам нужна, вы просто рисуете ту фигуру, которую хотели, и по нарисованному делаете строчку. В моем случае это прямоугольник, поэтому все просто. Срезала лишнее и все готово. Вот так выглядит изнанка. Все отлично, все хорошо. Из кусочков, которые у меня оставались, из полосочек, которые я срезала, да, и которые я не спешила срезать, у меня получилась еще вот такая небольшая тоже плетенка, которая отлично подойдет, например, для накладного кармана. А на этом видео подходит к концу. Если вам интересно, что же буду шить я из этой плетенки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не пропускайте новые видео. Также большое спасибо за лайки и комментарии. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.